Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить невероятно вкусные пирожные картошка. Они очень полезны благодаря прекрасному составу. Готовятся без выпечки, не содержат лактозы и глютена. А по вкусу и текстуре намного вкуснее известных пирожных. Нам понадобится 300 грамм орехов кешью. Орехи хорошо промываем, а потом заливаем холодной питьевой водой и оставляем на 4 часа замачиваться. Также нам понадобятся финики. Желательно выбирать матовые, крупные и мягкие плоды. Они не покрыты воском или жиром и не пропитаны сахарным сиропом. Заливаем финики кипятком и оставляем их замачиваться минут на 10. Когда кешью хорошо разбухли, сливаем с них воду. В замоченном виде здесь уже 400 грамм орехов. Перекладываем их в блендер. С фиников тоже сливаем воду. Достаем косточки и отправляем к орехам. Тщательно измельчаем блендером до состояния пасты. В моем блендере Raw Meat есть специальный режим для ореховых паст. Если у вас есть варианты, ставьте на самый мощный режим, так как это непростой процесс для любого блендера. Очень удобно, если к блендеру прилагается толкатель. Можно прямо в процессе помогать измельчению. Если его нет, то иногда нужно останавливать процесс и соскребать лопаткой массу со стенок блендера. Большинству блендеров нужны остановки для отдыха, чтобы блендер не перегрелся. Не забывайте об этом. Супермощные блендеры Raw Meat справляются с этой задачей играючи. Ингредиенты желательно измельчить до максимальной гладкости, на которую у вас хватит терпения. Теперь осталось добавить сухие ингредиенты. Это 40 грамм какао и 85 грамм кэроба. Какао дает максимально шоколадный оттенок вкуса, но в нем есть ощутимая горчинка. А кэроб более сладкий и мягкий, но не настолько шоколадный. Можно взять только какао или только кэроп, но вместе они дают самый многогранный, потрясающий вкус. Также, если вы будете использовать только какао, то рекомендую добавить немного сухого подсластителя. Если вы уверены в мощности своего блендера, то сухие ингредиенты пересыпаем прямо в блендер. Иначе лучше продолжить смешивание в отдельной чаше с помощью лопатки. Также нам понадобится 80 грамм сухого молока. Это может быть сухое кокосовое молоко или обезжиренное. Соединяем все ингредиенты с помощью блендера или прочной лопатки, так как масса очень густая. Если вы смешиваете лопаткой, то очень рекомендую отдельно промешать сухие ингредиенты между собой. Например, в сите и просеять их, или в блендере отдельно от орехов. Так как в какао и сухом молоке могут встречаться комочки, их легче промешать заранее, чем в густой ореховой пасте. Вот такая насыщенно шоколадная паста должна получиться. Признак готовности и верного соотношения ингредиентов – паста не липнет к лопатке и к рукам. Перекладываем в удобную емкость. Накрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник как минимум на 1 час. Этот этап не обязателен, но по прошествии этого времени масса станет более удобна для работы. Когда масса настоялась, просто формируем пирожные любого размера. У меня будут достаточно весомые картошки весом около 50 грамм. Масса лепится очень легко и просто и совсем не липнет к рукам. Это здесь важно, так как у пирожных нет обсыпки, а значит, они в голом виде не должны липнуть к рукам того, кто будет их есть. Формируем все пирожные. И очень красиво будет декорировать их орешками. У меня это грецкий орех. Вот такие простые и супер полезные пирожные получились. И это невероятно вкусно. Давайте разрежем одну. Нежно-шоколадный вкус с легким молочным оттенком и, конечно, сладкий вкус кешью и фиников. Но на самом деле в этих пирожных все эти вкусы настолько переплелись и объединились, что не чувствуется отдельно. Получился просто потрясающий шоколадный десерт. И у него невероятно приятная текстура. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!